Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я достала мебельные образцы, и на них вот эти вот наклейки, кто сталкивался, знает, что они очень плохо отдираются, но мне мои подписчики посоветовали White Spirit, и я нашла без запаха даже, потому что так-то он вообще-то очень вонючий. Я в прошлый раз брала с запахом, который на даче, на веранде у меня неделю этот запах стоял, а то и больше. А эти, ну, конечно, попахивает, но я вот отдираю вот эти все наклейки, они легко прямо, ну, это не прям сразу, как налила я, а минут через 5, иногда даже, ну, 7, может быть. И ватным диском остатки клея счищаю, которые могут остаться. Очень быстро, хорошо, легко. И вот этот White Spirit, он, и после этого я постирала свои вот эти вот кусочки. Это вот сейчас они уже у меня постиранные и уже высохли. Вот здесь вот остатки клея я не счистила, но они такие мягкие, и у меня этот лоскуток пойдет в такое место, где не будет видно. И я не стала даже заморачиваться, оттирать. Вот эта заготовка, которую я готовила, предыдущие 2 видео вышивала, и она мне наконец-то нужна. Буду вот из мебельных образцов вот этих вот сшивать. И я планирую делать сумку. Пока сшиваю вот эти вот образцы между собой, так, чтобы у меня, ну, по размеру они получились вот по длине такие же, как и моя вышитая заготовка. Мебельные образцы буду резать лучше не обычными ножницами, а вот этими ножницами с зубчиками, которые не дают лохматиться потом краю, сыпаться и все такое. Вот здесь вот у меня будет, это моя, видите, такая плюшевая она какая-то такая. И я буду делать из этого кусочка ткани карман. Вот здесь вот краешек обработаю, заверну вот так вот ткань и прошью. Ну, короче, понятно, да, что я делаю. Просто обрабатываю край кармана. Я решила шить сумку. Вы уже поняли наверняка, да, потому что я говорю край кармана. Значит, это не наволочка и не одеяло. Значит, смотрите, почему я решила шить сумку. Вы, наверное, вот все помните, да, перед Новым годом я ездила на маркет, на котором ничего мне не удалось продать, но я не оставила надежды что-то все-таки продать из своих изделий. И что я хочу сказать? Все-таки наволочки, конечно, шьются быстрее, но зато они и популярностью меньше пользуются, да, и за них стоимость за наволочки нельзя объявить такую же, как и, допустим, за сумку. То есть, грубо говоря, допустим, сумка 5000 рублей, допустим, а наволочка за 1500 уже как-то даже кажется, что дорого. А вот такие вот вышитые вещи за 5 вообще никто не купит. Смотрите, кусочек вот джинсов я вот там истратила от этих же джинсов. И я просто показываю, я уже второй раз показываю, по-моему, я уже где-то показывала в каком-то видео, как можно, не обрезая швы, а вот там подцепил ниточку, и все, она снимается очень хорошо. И иногда вот эти вот припуски, которые здесь вот на швы уходят, они очень даже помогают. И вот эта вот часть, протертая на джинсах, она тоже, можно ее удачно куда-то пришить, потому что вот припуск как раз там остается. Это мне вот, я хлеб покупаю в магазине по дороге на дачу, летом в основном. И мне продавец из этого магазина постоянно отдает джинсы своей дочери, свои, наверное. И вот прямо очень даже пригодились. Прямо вот по этой заготовке промерила, отметила мелочком, мыльцем или чем там, мелочком, наверное, я отметила. И все сейчас обрежу, и будет у меня прямо вот готовая задняя часть для моей сумки. Я вам как-то показывала, я использую вот в качестве линейки, когда большую нужно линейку. У меня порожек такой из строительного магазина, купленный лишний оказался порожек вот этот. У меня на нем была еще раньше сантиметровая лента приклеена клеевым пистолетом, но лента отвалилась, на порожек я использую, он у меня шириной 6 сантиметров, а мне как раз столько и надо. Поэтому я вот прямо этим порожком, ничего не заморачиваясь, прямо раз и отмерила. Это у меня будет, кусочки буду пришивать в нижнюю часть своей заготовки, дно будет. И точно то же самое для лицевой части.
также пришью, и у меня будет и там дно одинаковой ширины. Вместе с вот этим пришитым дном размер моей заготовки 49 сантиметров в ширину и 46 в высоту. И точно такого же размера я беру ткань для подкладки и вот буду делать кармашек внутренний у сумки. А вот эта оранжевая ткань, она на самом деле такая терракотовая, как кирпичного цвета. У нее у меня размер 30 в ширину и 55 в длину. Потому что я буду уже складывать этот карман. И у меня молния здесь, я буду вставлять. Обычно я 18 сантиметров, но тут не нашла у себя. Где-то 21 сантиметр у меня молния здесь будет. Прошиваю по нарисованному вот этому краю, вот видно, да, отстрочечка сделана. И теперь по линии в серединке делаю прорезь и режу до конца почти, вот до этого места, где у меня уголок там отмечен. И там в уголочке очень аккуратненько, так, чтобы строчку не задеть, прорезаю вот этот уголочек. И то же самое делаю с обратной стороны, с другой, в смысле, стороны. Вот. Потом я немножечко отглаживаю вот эти вот краешки, чтобы они у меня внутрь потом легче заворачивались. И внутрь засовываю все. У меня есть видео какое-то одно, в котором я прям вот конкретно только вот как сделать молнию в сумке. Ну, думаю, ну что я каждый раз всех отсылаю? А вдруг кто-то хочет сразу посмотреть? У меня в этом видео полностью весь процесс пошива сумки. Вот как я шью. В принципе, у меня все сумки практически одной и той же модели. Редко, когда другое что-то я делаю. Ну, потому что уже как-то такая модель, которая мне самой подходит очень хорошо. Молнию, вот после того, как вот это все сделала, обработала вот это отверстие для молнии, я ее пришиваю вручную, сначала наметываю, а уже потом лапкой для молний, вот такой вот с одним рожочком, прострачиваю по краешку вокруг этого всего безобразия. Вот, все вшито молнией, осталось зашить карман. И вот эти края кармана я прям вот так вот складываю и зашиваю. И у меня получается закрытый карман. Все, вот видите, прострочила. Все, вот он кармашек, вот он открытый. Вот он, всунутая рука во всех ракурсах. Все, теперь складываю вот эту вот заднюю и переднюю сторону между собой и буду прошивать боковые швы и дно. Прошила. Я единственное, что оставила там отверстие в боковом шве для того, чтобы потом мне было куда выворачивать сумку. И я люблю вот так вот все-таки загладить вот эти швы, потому что мне потом удобнее с ними работать, когда они заглаженные. Сейчас поймете, почему. Потому что, когда они не заглаженные, мне потом уголки складывать шов к шву неудобно. А когда заглаженные, я прям сразу вижу, как мне сложить. Вот так вот боковой и нижний шов складываю. Дно я буду делать 9 сантиметров. Отмеряю прям линеечкой 9 сантиметров. Вот она, 9. И прикалываю булавочками, чтобы у меня все это дело в таком положении держалось, пока я не дойду до машинки. Мне идти один шаг буквально, но все равно мне же еще второй уголок то же самое нужно сделать. Вот сделала, теперь по этой нарисованной линии делаю строчку. Прострочила, снимаю булавки и где-то припуск сантиметр я оставляю, срезаю уголочки. Все, у меня подкладка готова. Выворачиваю, вот видите, уголочки какие аккуратненькие. То же самое вот на основной части, на лицевой части сумки я сделала. Еще пришила вот шлевочки вот такие вот из стропы. И надеваю подкладку лицом к лицу на сумку. Совмещаю боковые швы так, чтобы они у меня совпадали. Так как у меня размеры одинаковые, припуски я делала одинаковые при сшивании, то, естественно, они у меня совпадают. Можно булавочками, но я вот люблю прищепочками, мне очень удобно. Тем более, что здесь разные толщины, особенно в боковых швах, там, где и шлевки, там особо не сколешь булавкой. Вот, прострочила по окружности, между собой сшила.
лицевую часть и подкладку, и через отверстие для выворачивания все вытащила и прошью сейчас отверстие для выворачивания. Прошила, заправила внутрь сумки, и мне надо теперь подкладку прогладить так, чтобы она у меня не высовывалась. По всей окружности я ее проглаживаю так, чтобы она у меня была внутри сумки. И теперь мне нужно сделать отстрочку по окружности. Если честно, пару иголок сломала с этими шлевками, они толстые из стропы. Вообще можно молнию пришивать до того, как все сшито, еще когда у меня не сшита между собой подкладка и лицевая часть сумки. Но я все время что-то я очкую, ребят, потому что мне кажется все время, что я пришью не симметрично, и мне потом придется все распарывать. Поэтому я молнию вшиваю уже после того, когда у меня сумка готова. Пришиваю вручную, проверяю, все ли у меня в порядке, и только после этого делаю отстрочку уже на машинке. Прицепила уже я ремень, такой же, как и молния, бордовый он у меня. Кончик молнии я засунула внутрь сумки. Некоторые пришивают, там обшивают тканью, но я не сторонник такого. Сзади у меня тоже кармашек, такой же цвет кармашка, как и подкладочная ткань. Он где-то до середины сумки, не очень глубокий. И вот такая получилась красота. Такая яркая, и в то же время она очень функциональная. И по размерам она очень такая вместительная, эта сумка. Мне прям, я рада, что я ее сшила. Надеюсь, что я ее пока носить не буду. Может быть, летом продам. Поеду на еще одну ярмарку. Хоть и первый блин был комом, но я еще все равно надеюсь что-то продать. Классный. Вот этот вот кармашек такой бархатистый, он отыгрывает этой объемной вышивки, потому что она такая с узелковыми этими стежками. И классно, короче. Все вместе очень хорошо сочетается. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Конечно же, пишите комментарии, я их буду ждать. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.